массовочная установка, но сейчас нет. Ну что, забираю ГБЦ из центра мотора. Да, на самом деле эпопея началась, когда еще было лето, уже стало холодно, уже приходится одевать одежду. Ну так вот, забрал я ГБЦ, снял много кадров из процесса. Надеюсь, что красивых, посмотрим на монтаже, как это все выглядеть будет. И теперь у нас нету препятствий для того, чтобы собирать мотор. Все, поеду собирать мотор. К сборке этой головки блока я подошел серьезно. Я подобрал более сотни пружин, рокеров, гидриков. Из них я выберу те, что находятся в заводских допусках. И наконец-то соберу эту ГБЦ. Конечно, процесс сборки на видео можно укоротить. Но я хочу передать детали этой важной работы. Ну а для фанатов лайва на моем мусорном канале, ссылка внизу, все несколько часов будет выложено без монтажа, но зато с Наташкой плюс. Итак, начну с пружин. Оценить состояние пружин очень важно. Я предварительно промерил все пружинки и рассортировал их по высоте. Так вот, из 100 бэушных пружин только 32 прошли по допускам производителя. Пружина должна быть не менее чем 47 мм, а в идеале 48. Вот это правильная рабочая пружина, а это мусор. Их лучше не использовать, если не хотите получить зависший клапан, как тот, что я показывал в предыдущей части. В ней также я показывал застрявшие гидрокомпенсаторы, поэтому очень важно оценить их состояние. Визуально на них не должно быть никаких механических повреждений. Гидрики старого и нового образца отличаются диаметром масляного канала. У новых он намного больше, и на мой взгляд эта конструкция более надежна. Рокера представляет из себя подшипник и кулачок, поэтому очень важно оценить степень износа ударных поверхностей и люфт подшипника. Клапаны я отдавал вместе с ГБЦ на обработку плоскости прилегания, хотя обычно, точнее для своих личных моторов, я притираю клапана вручную. Первыми пойдут маслосъемные колпачки. Это недорогая деталь, и поэтому лучше поставить оригинальные. По изменению звука хорошо слышно, когда они встали на свое место. Процесс установки клапанов, как и вся сборка двигателя, проходит в масле. Вообще все, что трется, надо смазать. А сейчас попрошу запастись терпением. Начнется несколько часов кропотливой работы. Для вас, конечно, пройдет несколько минут, но все же. Шайба, пружинка, тарелка, сухарики. Шайба, пружинка, тарелка, сухарики. И так 16 раз.
Кстати, пружины имеют верх и низ. В мануале их предлагают отличать по цветовой маркировке, но когда ее не видно, то верх это там, где два витка стоят рядом. Гидрики перед установкой надо промыть. Во время промывки также будет видна работа внутреннего клапана. При наполнении без давления на мембрану он не сжимается. Керосин, солярка или бензин вполне подойдут. Контрольный пробой по клапанам. Опять все проливать маслом. Гидрики, рокера и распредвалы. Для кого эти несколько минут показались неувлекательными, в следующей части вас ждет экшен. Вы увидите всю красоту собранного мотора 4G63. А сейчас я жду ваших комментариев и вопросов. А для любителей долгих процессов и закулисных разговоров внизу будет ссылочка на полное видео без монтажа. А я прощаюсь с вами. Буду рад вашим лайкам и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока!